Всем привет! Меня зовут Васильева Анна. Я являюсь международным мастером-тренером по перманентному макияжу. И это урок по колористике нового сета пигментов Эталон Микс, который выпущен в коллаборации со мной. Сейчас я расскажу вам про особенности работы с этими пигментами, с этим сетом, зачем он разрабатывался и как лучше использовать каждый отдельный пигмент из этой красивой коробочки. В декабре 2022 года мы встретились с создателями пигментов Эталон Микс Альбиной и Сергеем на конференции и обсудили возможность создания коллаборации. Расскажу, зачем и почему. Я специализируюсь как мастер, работающий именно с зоной век. С зоной век у нас есть некие особенности, скажем так, работы и есть некие особенности требований к пигментам. Я вообще очень люблю пигменты Эталон Микс, я очень давно на них работаю. Вообще, в принципе, у меня любовь с этими пигментами сложилась еще, наверное, с 2020 года, когда я выиграла свой первый чемпионат, и мне в качестве презента, тогда еще не очень крупная, не очень известная компания Эталон Микс подарила в качестве презента такие пробнички, подарочки. Я попробовала, и, грубо говоря, с 2020 года я уже работаю на этих пигментах, поэтому я отследила огромное количество заживших результатов, свежих, разные технические способности укладки этого пигмента и так далее. Но так как я мастер, специализирующийся именно на работе с зоной век, у меня к этой зоне есть некие особые требования к пигменту, скажем так. И в основной линейке Эталон Микс мне немножечко не хватало неких деталей. И, в принципе, так как я провожу очень много обучений, на своих студентах я тоже видела, что чуть-чуть неких нюансов не хватает. И когда мы встретились в декабре 2022 года с Альбиной и Сергеем, мы обсудили возможность создания специальной линейки, которая удовлетворяла бы все потребности работы именно с зоной век. Ну и, собственно говоря, после этого разговора, после одобрения со стороны создателей пигментов, весь 23 год у нас был, на самом деле, посвящен огромной кропотливой работе по созданию самих цветов и состава этих пигментов. То есть у нас было отработано огромное количество тестовых образцов, то есть как это вообще, в принципе, происходит. Я думаю, что это многим интересно. В моем случае, так как я заключала коллаборацию с уже существующим производством, то есть Альбина, как технолог, я ей давала свои, скажем так, пожелания, что мне нужно от пигмента. То есть, но как непрофессионал с точки зрения технологии производства пигментов, то есть я просто говорила, какой у меня запрос. То есть мне надо, чтобы пигмент вносился в кожу так, чтобы укладка была такая, чтобы цвет при работе был такой, при заживлении, чтобы цвет был такой, чтобы картинка была вот именно такая, чтобы внесение было. Цвета сами должны быть вот такие, не сильно красные, не сильно желтые, не сильно зеленые и так далее. То есть на самом деле, казалось бы, что это просто, но на самом деле список требований огромный. Альбине со стороны технолога это еще сложнее, потому что нужно подобрать правильный состав и так далее. И примерно вот в таком ключе, примерно раз в месяц, иногда даже чаще это было, то есть мне присылали тестовые образцы, я их тестировала на коже, на клиентах, да, там или на моделях, то есть проводила процедуру, смотрела, как пигмент укладывается, смотрела его в растирке и так далее, смотрела, какой заживший результат у меня получается, и отправляла свою обратную связь Альбине. Выглядело это примерно так. Вот этот цвет мне нравится, но я хотела бы немножечко более желтый, или немножечко более красненький, или немножечко более рыженький, или там потемнее, или посветлее и так далее. В ответ Альбина мне присылала новую партию и расписывала. Этот образец такой-то там больше желтого оксида, этот образец такой-то там больше красного оксида и так далее и тому подобное. И в ноябре 2023 года на конференции мы наконец-то смогли презентовать эту линейку с полностью удовлетворяющим меня результатом и Альбину как создателя этого продукта. И сейчас я хочу рассказать, что же все-таки особенного в этих пигментах и чем они отличаются от основной линейки Эталон Микс. Сразу скажу, что не стоит этот сет сепарировать от основной линейки. Они могут вместе использоваться, их можно смешивать и так далее. Но какие у нас особенности? В чем была задача? Во-первых, самая основная задача была увеличить скорость имплантации пигментов в коже, потому что это очень важно при работе с веками. Это была наша основная задача. Второе, что мы хотели получить. Естественно, мы хотим получить хороший, качественный, заживший результат. И для этого нам нужно было, знаете, такой финт ушами сделать. То есть нам, с одной стороны, нужно было сделать пигменты достаточно насыщенные, темные, чтобы они хорошо имплантировались в кожу, но при этом нам нужно было уменьшить содержание Carbon Black в составе для того, чтобы мы могли получить хороший, качественный, заживший результат. И в этом, соответственно, наше отличие от основной линейки. Во-первых, у нас изменился состав сорастворителя, поэтому внесение пигмента немножечко другое. То есть если мы говорим про основную линейку и про
линейку для век, они немножечко по-разному вносятся. То есть для меня чисто визуально пигменты из линейки для век, они вносятся более вуально, то есть более нежно, так, потому что у нас уменьшено содержание Carbon Black, но при этом они вносятся достаточно быстро, то есть имплантация у нас происходит хорошо, недолго. У этих пигментов есть особенность, они чуть дольше, возможно, проявляются в коже. То есть что это значит? Когда вы работаете, вы не будете видеть супер яркий результат вот прямо здесь и сейчас, в моменте. Но через прям буквально небольшое время, там, нанесение анестезии или просто выдержку пигментов кожи, вы увидите, как цвет поднимается. И происходит это достаточно быстро. То есть работа, на самом деле, с этими пигментами происходит быстрее. Просто нужно понимать вот эту вот особенность, что чуть-чуть где-то надо подождать, чтобы они проявились. Опять же, как только вы попробуете, буквально через пару процедур вы эту особенность увидите и поймете, что скорость работы ваша увеличивается за счет скорости имплантации пигмента. Если задача сделать пигменты достаточно темными, насыщенными, но при этом уменьшить содержание Carbon Black. Поэтому в составе всех этих пигментов присутствует оксид железа черного. Поэтому пигменты насыщенные, но при этом укладка у них, благодаря именно вот такому составу, она достаточно мягкая. То есть она не точечная, не пиксельная. Пигмент не проваливается в кожу, а укладывается очень мягко. При работе с зоной век мы иногда получаем немножечко более такой гипертрофированный красный результат. Почему? Потому что у нас кожа на веках очень тонкая, сосуды очень близко расположены, поэтому очень часто при работе с этой зоной мы видим, такую немножечко больше красноту. Поэтому задача была создать достаточно теплые пигменты, но при этом, которые не будут увеличивать вот этот вот эффект воспаленной кожи сразу после процедуры. То есть, чтобы после процедуры мы видели красивый, теплый, но при этом не такой, не гиперемированный результат. И благодаря этим пигментам у нас это получилось. Так, а теперь я хочу отдельно рассказать про каждый пигмент из нового сета. И начнем мы с пигмента под номером 1. Это новый черный. И на самом деле это один из самых долгожданных пигментов, потому что я знаю, что очень многие мастера, которые работают на линейке пигментов Etalon Mix, им не хватало насыщенности того самого черного, то есть глубины цвета. Этот пигмент полностью как раз соответствует всем вот этим вот требованиям. В чем его отличие от основного черного, который у нас присутствует в основной линейке? Этот черный намного более концентрированный. То есть, в принципе, даже если вы вот так вот в баночках посмотрите, новый и старый черный, вы увидите колоссальное отличие. Этот пигмент намного более концентрированный, в нем намного меньше корректора. То есть он, грубо говоря, чернее, темнее, более глубокий оттенок. В составе у нас карбон и оксид железа черного. И также присутствует корректор, но корректора здесь намного меньше, чем в основном черном. А если вам не хватает скорости работы, если вы долго укладываете основной черный, то попробуйте этот. Но самое важное замечание, так как этот черный пигмент намного более концентрированный, влетает в кожу он быстрее, то есть работать им намного проще. Но при этом нужно быть очень осторожными, потому что, соответственно, засадить этим пигментом, положить его чуть глубже, это тоже очень легко. Поэтому вы должны быть технически готовы к этому. Не торопитесь, пробуйте осторожно, потому что на контрасте с предыдущим вы увидите колоссальную разницу. И если вы будете работать так же плотно, например, как предыдущим оттенком, вы можете получить немножко перебор. Поэтому пробуйте аккуратно. И также я рекомендую все-таки в черный добавлять оранжевый корректор. Можете использовать точно так же оранжевый корректор номер 2 из линейки Etalon Mix. Зачем это делается? Вы можете использовать его в чистом виде, только очень поверхностно, очень разряженно, да? Но для какой-то кожи или, например, для более плотной работы я бы все-таки рекомендовала добавлять оранжевый корректор. То есть здесь вы смотрите по ситуации, в зависимости от того, какой клиент к вам пришел. Либо, если просто вы хотите перестраховаться, не хотите получать очень темный, насыщенный результат, вы также можете разбавлять оранжевым корректором. На какие же зоны мы используем этот пигмент? Естественно, черный пигмент мы работаем в основном межресничное пространство. Можем немножко выходить в рюмочку, в уголочек нашей стрелки или приподнимать его на валик. В принципе, также на самом деле можно использовать, знаете, такое комбо этого черного и черного из основной линейки. То есть межресничную зону, которая должна быть у нас самая темная, самая яркая, вы можете работать этим пигментом, а, например, приподнимать на валик, чтобы это было более безопасно, более мягко, вы можете использовать черный из основной линейки. Но точно так же этот пигмент вы тоже можете приподнимать на валик и в рюмочку, например, просто добавляя чуть больше корректора, либо просто работая более поверхностно, более разряженно. Какую пропорцию я рекомендую? Это очень условно, то есть, естественно, вы подбираете под себя, под свою технику, под свою работу. Но примерно где-то на 5 капель 2-3 капли оранжа. 2 это прям хорошо, то есть оно вам сильно не высветлит, пигмент будет точно так же быстро хорошо укладываться. 3, если вы все-таки хотите чуть больше профилактировать, то есть немножко разбавить и сделать его чуть более безопасным. То есть, в принципе, можете пробовать различные варианты. Самое главное, первый раз будьте, пожалуйста, осторожны, чтобы вы просто почувствовали разницу.
Обратите внимание, насколько концентрированный пигмент, да, то есть это опять же нам говорит о том, что внесение этого пигмента в кожу будет очень-очень быстрое. Также вы, в принципе, можете видеть небольшой такой оттеночек корректора, который все-таки присутствует в составе, но в небольшом количестве. Теперь поговорим про пигмент номер 2. Тоже, на самом деле, очень долгожданный цвет, которого немножечко, возможно, где-то кому-то не хватало. Это темно-темно-коричневый пигмент на красной основе. И какие его характеристики относительно основной линейки? Этот пигмент более темный коричневый и насыщенный, чем горький шоколад. В нем большое содержание достаточно черного, поэтому на холодной коже таким пигментом, естественно, мы должны работать очень аккуратно, даже несмотря на то, что он на красной основе. В принципе, если вы хотите использовать этот пигмент на очень холодную кожу, можно даже капельку корректора туда профилактически добавлять. Опять же, повторюсь, корректор мы используем оранж именно для подтепления цветов. Где же мы используем этот цвет? Если мы говорим про работу со стрелкой, то мы будем этим пигментом затемнять нижний ярус нашей работы. То есть, грубо говоря, мы выполняем этим цветом работу между межресничкой посередине нашей растушевки. То есть затемняем, углубляем нижнюю половину нашей тени. Точно так же этот пигмент можно использовать и даже нужно иногда для затемнения какого-либо основного цвета. То есть это можно делать и на бровях, и на стрелке с растушевкой. Вы можете этот пигмент покапельно добавлять в свой основной микс для того, чтобы получить более глубокий оттенок, более темный, более насыщенный. Это можно использовать, если мы говорим про 3, 4, 5 по Фицпатрику, да, фототип. То есть иногда хочется получить более насыщенный цвет, чуть-чуть глубины. Соответственно, если вы добавите каплю или 2 этого пигмента в ваш основной микс, вы получите более насыщенный цвет. В чистом виде, может быть, крайне-крайне редко и в супер поверхностной работе, но я бы, наверное, все-таки воздержалась. Я бы рекомендовала его использовать именно покапельное добавление для затемнения миксов, либо в небольших количествах такое поверхностное нанесение для расставления акцентов. Затемнить чуть-чуть нижнюю границу брови, например, или просто где-то акцентик поставить какой-то небольшой. В таком случае можете его использовать. На стрелке с растушевкой точно так же. Либо мы затемняем нижнюю половину нашей работы, либо при необходимости, если нам не хватает уровня насыщенности цвета, мы можем добавлять покапельно в наш основной цвет. То есть, когда мы, например, понимаем, что внесение пигмента очень долгое, работа не идет, нам тяжело по какой-то причине, очень сложная кожа, и нам прям хочется немножечко усилить наш цвет, можно добавлять покапельно, тогда ваш оттенок станет более темным, более насыщенным, но при этом он будет быстрее вноситься. В чистом виде на брови, на большой объем мы не используем как покапельное добавление для затемнения микса, либо для расставления акцентов. Если мы работаем этим пигментом на холодной коже, то лучше использовать оранжевый корректор для затепления цвета. Точно так же обращаем внимание, как пигмент облачком опускается и окрашивает весь наш стакан с водой. То есть тоже очень высокая концентрация, хорошая быстрая имплантация пигмента. То есть посмотрите, как он быстро окрашивает всю нашу воду. Обращаем внимание на цвет пигмента. То есть мы видим, что он все-таки на красно-рыжей базе, но при этом в пигменте большое содержание черного. Поэтому таким цветом мы всегда работаем осторожно, поверхностно. Либо также можно использовать его в миксах с более светлыми цветами. То есть это, например, может быть номер 4 из сета золото, голд, либо, например, лесной орех из основной палитры эталон микс. И следующий наш цвет — это номер 3. Это база, это самый универсальный оттенок, который вы можете брать в любой непонятной ситуации и получите хороший заживший результат. Этот пигмент у нас на рыжей основе. По уровню насыщенности он светлее, чем молочный шоколад, то есть, наверное, где-то на уровне коньяка уровень насыщенности этого пигмента, но коньяк у нас на красной базе, а этот на такой, знаете, спокойный рыже-желтый. То есть даже если сравнивать с молочным шоколадом, сразу после и в моменте работы он не будет давать такую вот чрезмерную теплоту, особенно в зоне работы с веками, да, когда у нас близко расположенные сосуды, и мы можем видеть немножко чрезмерную такую красноту. То есть с этим пигментом вы ее видеть не будете, потому что у него более спокойная такая основа. Мы его используем на основную зону работы на веках, то есть на основной объем нашего лепестка. И точно так же этот пигмент можно использовать в чистом виде, без каких-либо добавок на работе с бровями. То есть благодаря этому пигменту вы будете получать такой, знаете, спокойный средней насыщенности коричневый оттенок. Диапазон заживления у вас будет от коричнево-русого до русо-коричневого в зависимости от того, какая кожа была у вашего клиента. Но в любом случае с этим пигментом вы получите хороший результат. В принципе, это базовый цвет. Вы можете использовать его практически для любого фототипа, кроме 4-5, для получения такого среднего, хорошего, зажившего результата. То есть очень универсальный цвет в зажившем виде получается. Никакие добавки не требуются в работе. То есть оранжевый корректор нам не нужен. Если вы хотите, например,
например, чуть усилить цвет, сделать его немножко более насыщенным, вы можете добавить в него, например, либо пару капель горького шоколада, либо, например, одну каплю пигмента номер 2 из сета для век. Точно так же, если вы, наоборот, хотите чуть-чуть высветлить этот оттенок, вы можете добавить либо номер 4 Gold из линейки для век, либо тот же лесной орех, один из моих самых любимых пигментов из основной линейки Эталон Микс. Тогда вы получите чуть более светлый результат, более такой спокойный, русый. Он хорош и в самостоятельном виде, без каких-либо добавок, но точно так же вы можете поиграться, попробовать различные миксы с этим цветом. Точнее, на основе этого цвета. Он у нас базовый. То есть обращаем внимание на цвет. У нас такая оранжево-желтая, спокойная, но при этом теплая база. Поэтому в зажившем виде этим пигментом вы будете получать очень красивый, такой, знаете, естественный цвет. Так, ну и финальный лот — это пигмент номер 4 Gold. На самом деле это один из самых красивых пигментов. Он делает, ну, такое прям вишенку на торте, волшебство делает. Это самый светлый пигмент из палитры, он светлее лесного ореха, ну как на золотистой основе. Я его использую для финального такого штриха в работе на веках, то есть для вытяжки верхней границы, втяжки в кожу. На самом деле он очень красиво, мягко, бархатно ложится именно в кожу, то есть создает такой эффект вуали невесомый, то есть максимально втягивается наша работа, как будто бы, вот знаете, она уходит в кожу, то есть без ощущения такой четкой границы. Где еще мы можем использовать этот пигмент? Точно так же мы можем использовать его в миксах для высветления, например, какого-либо микса, или для того, чтобы сделать его более спокойным, более нейтральным. И точно так же этот пигмент идеально подойдет для перекрытия очень теплых оттенков бровей. То есть, знаете, если к вам приходит старый неудачный перманентный макияж такого немножко лососевого цвета, этот пигмент отлично дойдет для того, чтобы убрать вот этот вот лишний негативный оттенок. То есть вы можете первый проход, например, делать им, а второй проход уже делать основным цветом, который вы запланировали. И, в принципе, точно так же этот пигмент можно использовать в чистом виде для получения таких прохладных, спокойных, русых, светлых бровей. То есть это мы используем либо для наших возрастных клиентов, либо, например, для очень-очень-очень светлых девочек, там первого, например, первого, второго по Фицпатрику, для получения такого достаточно прохладного, спокойного результата. Либо миксы, либо перекрытие. Идеально, естественно, подходит для вытяжки верхней границы нашей растушевки. И еще такой очень важный нюанс. Для того, чтобы у нас хорошо смешался цвет, для того, чтобы была хорошая такая гомогенизация нашего цвета, обязательно нужно флакончик сболтать перед работой. А в баночке цвет вам может казаться немножко более прохладным, таким как будто чуть-чуть с оливковым подтоном, но при работе на коже и при растирке этого совершенно нет. Поэтому, если что, в баночке, если вы увидите немножечко такой оливковый подтон, не пугайтесь. То есть просто хорошо взболтать и можете спокойно работать. То есть, обратите внимание, облачко у нас расходится именно таким золотистым оттенком, да, то есть, но в любом случае это такой прохладный желтый. То есть, например, мы говорим про лесной орех, например, лесной орех, он такой теплый желтый. Этот более спокойный, более прохладный. Вот сейчас вы можете видеть, но что он именно такой, все-таки золотистый. То есть в работе с кожей никакого такого зеленоватого или хаки оттенка вы видеть не будете, поэтому не пугайтесь. Итак, это был краткий обзор на новую линейку пигментов Эталон Микс Баяна Васильева. Это был на самом деле очень долгожданный продукт, поэтому я очень рада, что он наконец-то вышел. Я очень надеюсь, что он облегчит работу многим мастерам и поможет вам создавать новые шедевры. Мы будем очень рады получить вашу обратную связь от тех, кто уже попробовал эти пигменты. Или если вдруг у вас остались какие-то вопросы, вы можете нам написать, и мы с удовольствием поясним любые нюансы работы с этим продуктом.